Денис, добрый вечер. Я рад вас видеть живого. Так здорово. Добрый вечер, Дмитрий. Это взаимно. Наше интервью предыдущее, которое вышло несколько дней назад, посмотрело несколько миллионов человек. О нем говорят везде, о вас говорят везде. И вами восхищаются, вашими ребятами, вами. И люди на вас буквально молятся. Люди понимают, украинцы понимают, да и во всем мире тоже, что вы настоящие герои. Настоящие главные герои Украины на сегодняшний день. Даже, смотрите, раньше же писали про Азов все что угодно. И нацики типа, и фашисты. Черти что. Сегодня даже Financial Times, это одно из самых авторитетных и мощных в мире изданий, пишет: Азов не нацики, Азов настоящие украинские патриоты. Скажите, пожалуйста, что сегодня происходит в осажденном Мариуполе? Ситуация следующая. Достаточно ожесточенные боевые действия, которые перешли в городские бои, учитывая то, что целых, уцелевших зданий практически не осталось, то приходится вести боевые действия практически на руинах. И знаете, на сегодняшний день Мариуполь держится на героизме наших солдат, которые умудряются выходить с этого сложного положения, уничтожать вражеские танки гранатометами и даже коктейлями Молотова. Ситуация достаточно сложная, но на сегодняшний день контролируемая. Все солдаты сражаются с надеждой и верой, что рано или поздно будет проведена операция по деблокаде. Мое субъективное мнение остается прежним, что эту операцию провести реально и возможно. Мы ждем уже больше 30 дней, и я очень сильно надеюсь на то, что это не останется просто словами, поскольку, как правило, операцию по деблокаде планируют, организовывают и сопровождает силами и средствами старший начальник, который должен максимально вникнуть в проблематику, все организовать, спланировать, ее провести, соответственно, с нашими усилиями, с нашей помощью. Вот. Это греет сердце каждого солдата, который в этих нечеловеческих условиях ведет ожесточенные боевые действия, сражается за каждую улицу, сражается за каждый дом, не жалея себя, уничтожая противника. И он живет с этой, скажем, надеждой и верит в то, что придет подмога, которая поможет нам полностью разгромить противника, восстановить контроль над всем городом Мариуполь и двигаться дальше, освобождать остальные города, области, населенные пункты, которые временно оккупировал противник. Денис, скажите, пожалуйста, сколько примерно россиян сегодня наступает на Мариуполь? Вы понимаете это? Да, мы понимаем ориентировочный состав группировки, которая находится в Мариуполе и окрестностях. Это порядка 14 тысяч военнослужащих. Соотношение сил и средств явно не в нашу пользу. Но нас не останавливает абсолютно ничего. Мы готовы продолжать сражаться с превосходящими силами противника. Мы готовы наносить контрудары, чем, собственно, и занимаемся ежедневно. Стараемся навязывать инициативу. Вот. Это, конечно же, достаточно сложно, учитывая то, что соотношение сил и средств просто удручающее. Поэтому достаточно сложно противостоять. И, повторюсь еще раз, это все держится на духе, героизме и на вере в деблокаду. Ну, вы же все равно каждый день подбиваете большое количество техники русской и убиваете большое количество оккупантов. Да, это верно. Я в прошлом интервью говорил, что в общей численности мы уже уничтожили, сожгли больше танкового батальона, подбили не менее, если брать в общей сложности, 2 батальонов бронетехники противника. Были удачные попытки сбития вертолетов и самолетов. Вот, пехоту мы просто-напросто перестали считать еще недели 2 назад. Поэтому противник тоже несет колоссальные потери, но у него достаточно больше ресурсов, возможностей вводить в бой резервы. Вот, и учитывая то, что
кардинально сократилась активность на Киевском, Черниговском направлении. Нетрудно догадаться, куда будут оттягиваться войска противника. Они поменяли новую стратегическую цель и решив сконцентрировать основные усилия на направлении Донецкой и Луганской областей. Поэтому мы ожидаем то, что в ближайшее время противник будет стягивать колоссальное количество сил и средств на направлении Донбасса, будет отказываться от предыдущих целей по взятию Киева и северного направления. Поэтому мы понимаем, что в ближайших пару дней нам будет еще сложнее, но наши солдаты не опускают руки и будут воевать до последнего. Скажите, пожалуйста, насколько верно то, что я сейчас скажу? Русская армия хочет отойти несколько от Киева и Чернигова, перегруппироваться и всеми наличными силами ударить по Донецкому направлению. Также они хотят, насколько я понимаю, ударить по Запорожью и отсечь левобережье Украины, сделать проход на Приднестровье. То есть правильно ли я понимаю, что сейчас все силы будут сконцентрированы именно на Донецком направлении, а именно на окружении большой группировки объединенных сил, да, украинских, которая контролирует Донецко-Луганское направление, и на зачистке Мариуполя? Совершенно верно вы говорите, Дмитрий. Россияне хотели строевым шагом за 3 суток взять Киев. Это сделать не получилось, поэтому они отказались от своих целей и сейчас положили глаз на левобережную Украину. Собственно, то, о чем вы только что сказали. Сил не было достаточно для того, чтобы выполнить цель номер 1, поэтому они от нее отказались и будут концентрировать все свои усилия на Донбассе, на сухопутном коридоре с Крымом. Будут стараться захватывать левобережную Украину. Скажите, пожалуйста, вот я вижу, что российская пропаганда распространяет фейки о том, что театр в Мариуполе взорвал именно полк Азов. Что вы можете об этом сказать? Я вам скажу так, что когда был нанесен авиаудар на драмтеатр, мы удерживали еще окраину западную, северную города. Наши войска находились там, и драмтеатр это был глубокий тыл. Подмечу очень важную вещь, что на драмтеатре изначально был район сбора для всех цивильных граждан, которые пытались покинуть Мариуполь. То есть там был развернут пункт, где координировались абсолютно местными властями все цивильные граждане. Они находились там, в драмтеатре, на площади перед ней. Там находилось порядка 800 человек. Но туда прилетело 2 авиационные бомбы ФАП-500, которые сложили драмтеатр практически под фундамент. Порядка 800 человек находились под завалами. По нашим данным, на сегодняшний день 300 человек погибло. 500 человек удалось эвакуировать, около 500 человек удалось эвакуировать под завалом. Но на сегодняшний день до конца эти завалы не разобраны. И мы понимаем, что еще есть люди, которые находятся под этими завалами. Скорее всего, они уже не жильцы. Провести какие-то работы на данный момент на этой местности нереально, потому что там находится противник. И для этого необходимо большое количество специалистов и инженерной техники для того, чтобы разгребать эти завалы. И это не один день работы. Поэтому это ложь и провокация. У нас даже не работала авиация на нашем направлении для того, чтобы нанести такой удар, понимаете? Это полный абсурд. И это бомбы сбрасывали вражеские бомбардировщики. Наши войска не могли такого допустить. Денис, президент Франции Макрон вел переговоры с Путиным и просил его организовать гуманитарный коридор для того, чтобы из Мариуполя вышли мирные жители. Не договорились, да? Да, я вам скажу так, что по сути не было ни одного гуманитарного коридора с 24 февраля. Люди в рассыпную эвакуировались с города. И напомню, что до 1 марта, пока еще город не был деблокирован полностью, такие попытки венчались успехом. После 1 марта это множество расстрелов, это множество плененных мирных граждан, потому что те, кто имеет какие-то взаимоотношения и связи с военными, их сразу же забирали на фильтрационном пункте, допрашивали, и мы тоже не знаем их дальнейшей судьбы. После 1 марта покинуть город было крайне сложно. Мы пытались неоднократно организовать гуманитарную помощь и в сам город для того, чтобы накормить
и как-то обеспечить все нужды мирного населения, но просто-напросто противник этого сделать не позволил. Это нарушение каких-либо международных прав и Женевской конвенции. Это действительно военное преступление, потому что мы военные, мы готовы гибнуть за эту страну, мы готовы за нее воевать, и это наш долг и обязанность. А мирные граждане, которые не имеют никакого отношения к военному делу, оставлять их здесь как заложников для того, чтобы они проходили через эти все страдания, тяжбы и ужасы, это просто-напросто недопустимо. Эти люди должны были быть эвакуированы уже очень давно. Очень много людей насильно забирали в Россию. Их вывозили под дулом автомата и увозили на восточное направление. Противник был крайне категоричен и не позволял людям уходить в сторону Запорожья и Бердянска. Он делал все для того, чтобы люди боялись их и всячески пытался оставить их в самом городе. А потом снимал дешевые видеоролики о том, как они оказывают якобы какую-то гуманитарную помощь, поят их горячим чаем и печеньем, но это делается все сугубо на камеру. После того, как камера уходит в сторону, продолжается опять бесчинство, насилие, мародерство, военные преступления. Это все характерно для войск российской армии. Денис, я хотел бы поговорить немножко о вашем быте. Скажите, пожалуйста, вам есть что кушать, вот вам и ребятам? У нас люди порой падают в голодный обморок, потому что рацион питания крайне ограничен. Мы едим один раз в сутки, ресурсы не резиновые, мы будем держать еще город достаточно долго, поэтому мы учимся экономить. И на сегодняшний день нет тут какой-то огромной роскоши для того, чтобы обеспечить каждого солдата едой, водой. Вот. Поэтому наши запасы провианта тоже иссякают, точно так же, как и боеприпасы. Но мы стараемся экономить и стрелять прицельно, для того, чтобы экономить боеприпасы на последующие дни противостояния. Правда ли, что у вас нет воды, приходится пить или техническую воду, вплоть до воды из батареи, или воду из луж и так далее? К сожалению, да. Порой даже приходится обходиться тем, что даже нашим тяжело раненым приходится кипятить техническую воду и употреблять ее. Это настоящая гуманитарная катастрофа, потому что у цивильных, которые остались в городе, абсолютно такая же ситуация. Когда вы последний раз стояли под душем? Перед вашим интервью, прошедшим, я помыл голову. А так, душа у нас как такового здесь нету. То есть помыться не удается? Помыться удалось за 35 дней деблокады, чтобы не соврать 3 раза. Скажите, пожалуйста, тепло есть где-то? Вы сейчас вот сидите, у вас тепло? О чем вы? Нет, конечно, нет. На честном слове работают генераторы, о каком-то отоплении речи быть не может. На улице уже относительно в сравнении с началом началом широкомасштабного наступления Российской Федерации была минусовая температура. Сейчас в Мариуполе днем +7, +10, но климат достаточно агрессивный, ветреная местность, сыро, влага, и поэтому температура, если по ощущению брать, это где-то +3 градуса. Достаточно холодно. База, где мы с вами встречались летом, жива или нет? Противник уже на нее зашел где-то недели 1,5-2 назад. Снимает много видеороликов, добирается до наших архивов, мародерствует уже, скажем, ее просто не бомбили, потому что там, понятное дело, никто оборону не держал. По плану обороны Мариуполя мы покинули базу и сознательно зашли в этот котел. Спустя какое-то время мы понимали, что нам придется занимать круговую оборону города, что, в принципе, и произошло, поэтому Урзуф и Юрьевка – это явно не те населенные пункты, где можно было организовывать какую-то оборону, поэтому, скажем, в полосе обеспечения мы оставляли противникам сюрпризы, делали засады на маршруте их выдвижения, устанавливали минные засады, которые успешно срабатывали, но сама база, она осталась незащищенной. Мы вывезли туда по максимуму боеприпасы и продукты питания, которые сейчас успешно служат нам здесь. Базы сейчас находятся под контролем боевиков.
Денис, скажите, вам лично страшно? Мне больше страшно и переживаю за свой личный состав. За себя нет. А ребятам слово «страх» знакомо? Знаете, вот езжу по позициям, общаюсь с личным составом, и они приезжают на командный пункт. Я не вижу в их глазах страх, я вижу в их глазах ненависть, которые готовы рвать и метать, не жалея себя. Когда люди после 3-4 ранения берут в руки автомат, сцепя зубы через боль, идут дальше в бой, я не думаю, что этим людям страшно. У вас есть какая-то связь с семьями? Да, связь с семьями есть, но она ограничена, потому что телевышки положены давно, они уничтожены. Интернета в городе нету, электричества практически тоже везде нету. Поэтому если есть спецсвязь, если есть спецсредства, то мы иногда связываемся с родными и близкими. Вот. Но это в очень-очень ограниченном количестве. Поэтому очень много звонков поступает и от родных, и близких для того, чтобы поинтересоваться, что с их мужьями и сыновьями, которые не выходят на связь уже достаточно долгое время, и мы вынуждены оповещать вот так уже через третьи руки, в каком состоянии их родственники, где они находятся, живы они, здоровы. Вот, поэтому с семьями связь крайне ограничена. Семьи стараются всячески нам помогать, они способствуют операции деблокады, собирают финансы, технику, средства, амуницию для того, чтобы это произошло как можно быстрее, штурмуют все наши, скажем, управленческие аппараты в столице для того, чтобы поддавить как-то на принятие военно-политического решения для проведения этой операции. Поэтому они, скажем, в информационном поле максимально поддерживают и сопутствуют для того, чтобы это произошло как можно быстрее. Денис, недавно в Турции состоялись переговоры между украинской и российской делегациями. Скажите, пожалуйста, что вы увидели в этих переговорах и верите ли вы в то, что вообще Украина и Россия могут договориться? Как показала практика, даже вот 8 лет с Россией договориться нельзя, а больше того, ей нельзя верить. Провести референдум во время военного положения по закону невозможно. Для того, чтобы это сделать, Россия должна вывести свои войска с территории Украины. Вот лично вы в это верите? Я нет. Нет. Поэтому чем венчаются эти переговоры, мне сложно прогнозировать, но, скорее всего, они не будут успешными для нашей стороны. Денис, я понимаю, что у вас каждая минута на счету. Я вас благодарю за это интервью. Я хочу от себя обратиться к Верховному главнокомандующему. Пользуясь случаем, Владимир Александрович, сделайте все для того, чтобы провести деблокаду Мариуполя. Помогите этим ребятам. На сегодняшний день полк Азов во главе с героем Украины Денисом Прокопенко – это самые главные, самые большие герои нашей многострадальной Родины. И я считаю, что Родина должна бросить все ресурсы, все силы на то, чтобы помочь ребятам отстоять Мариуполь и перейти в контрнаступление. Я в завершении хочу, Денис, выразить вам свое восхищение, вами и вашими ребятами, восхищение, свое преклонение перед вами. И, знаете, я бы хотел, чтобы вы, может, обратились к своей семье, пользуясь случаем, к семьям ребят, к семьям погибших ребят, чтобы вы что-то сказали им. Спасибо, Дмитрий, за поддержку и ваши слова на Богу в уши. Я могу пообещать семьям погибшим, что вам не будет стыдно за нас, потому что мы не собираемся сдавать город, мы будем биться до последнего. Победа будет однозначно за нами. Мы сделаем все, чтобы смерти наших побратимов не были напрасными. Вам за нас стыдно не будет. Денис, спасибо вам за все. Мы вас любим, мы вас ждем живыми. И я обещаю, что каждые 3-4 дня я буду с вами связываться, чтобы вы могли информировать Украину о том, что происходит в Мариуполе и как героически сражается под вашим руководством полк Азов. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Дай Бог вам всего. Спасибо. Держитесь. Спасибо и вам. До связи.